Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что этим вечером собрались у экранов своих гаджетов. И с большим удовольствием приветствую на прямой связи Игоря Мосейчука. Игорь Владимирович, приветствую вас. Приветствую вас, Александр. Добрый вечер, уважаемые зрители. Всем большое спасибо, что ставите лайки, что подписываетесь, подпишитесь на Мосейчука, напишите, что думаете в комментариях о сложившейся ситуации и тех темах, которые будем обсуждать. Ну и, конечно, оставляйте свои вопросы. Это традиционно для прямого эфира. Сообщество YouTube абсолютно открыто, камерно немного, но в закрытом клубе телеграм-канал есть специальный шелест, да, и, конечно же, в чате трансляции. Милости просим и, конечно, голосуйте в нашем сегодняшнем опросе. Он звучит так. Что, по вашему мнению, страшнее? Варианты. Обстрелы, риск не проснуться. Ну, война, да, то есть каждый день на пороховой бочке прилетит, не прилетит, никто не знает. Произвол ментов и ТЦК, с которым, о чудо, начали бороться, ну или делать вид, поговорим об этом. Холод, отключение электричества. Ну, то есть коммунальный коллапс, когда ты не можешь выжить, да? Или четвертый вариант – капитуляция, флаг России над головой. Никаких манипуляций, просто выберите тот вариант, что действительно страшнее из перечисленного. И в конце подведем итоги. Игорь Владимирович, давайте с этого начнем, потому что сегодня будет, наверное, много геополитики, сегодня будет много, скажем так, внутренней политики, зеленые гниды, да, и Зеленский, возомнивший себя богом, как в фильме «Брюс всемогущий», у нас Зе всемогущий. Но давайте с этого начнем. Так а что страшнее сейчас? Есть, конечно, еще вариант, что ничего уже не страшно, понимаете, уже все было, и как бы ничего не сломит украинцев. Знаете, Александр, страх перед смертью, он, наверное, все-таки самый, самый что ни на есть. Все остальные варианты, как бы, это полпути куда-то, и неизвестно, будет, не будет, смерть. А вариант номер один, который вы говорите, это конкретно смерть. Это конкретно не проснуться. И, естественно, это самый большой страх у людей на сегодняшний момент. Все остальные варианты могут быть при определенных обстоятельствах и привести тоже к какому-то негативному варианту. Вариант последний пока я не рассматриваю вообще. А вот варианты холода и нерешение этой проблемы, отсутствие света, воды и тому подобное, это проблема большая. И ментовско-ТЦКшный беспредел или мусорской-ментовско-ТЦКшный, он провоцирует взрыв внутри. То, что там вы говорите бороться, вы, наверное, о этих троих ТЦКшниках, которым избрали меру пресечения? Вы что? Это сегодня такая топ-новость. В Днепре, значит, 55-летнего мужчину забили. Они стояли, рассказывали, да мы вообще смотрим побитый, давайте отвезем его на ВЛК, там же все-таки врачи, они же ему помогут. Мы вообще ни сном, ни духом. Ребята, мы не в курсе. В общем, такая, знаете... в общем, суд не внял этим всем отмазкам. Они пошли... это первые ТЦКшники, которые по такому громкому делу втроем прям под залог. Александр, они пошли по одной простой причине. Одна единственная причина. Они пошли благодаря нашим людям, которые не молчат. Когда пошел вот этот, лавина, информационная лавина пошла, с этим убийством связана, естественно, власть, зеленые гниды, они были вынуждены реагировать, потому что эта волна смыть может кого угодно, а не трех, ТЦКшников. И
Естественно, была дана команда сверху, что все по закону, показательно. Ну, то есть, понятно, что эти ТЦКшники врали, до ВЛК там чуть ли не час езды и 10 минут до скорой помощи, ну, до больницы, да, то есть все всем понятно, в Днепре все знают. Мне тоже написали в первые там, буквально часы после этой трагедии. Все мы поднимали и у вас на канале, и у меня везде поднимался. Ну, этот вопрос, и, естественно, появился результат. Внимание! Это промежуточный результат. И я больше чем уверен, что будут делать все, чтобы эти ТЦКшники наказания не понесли. Посидят, пожурятся и месяца через 2-3 выйдут под заставу, определят им заставу, а может и личное поручение. Придет какой-то ветеран заслуженный, скажет, беру на поруки, ну и так далее, и так далее. Система своих не сдает. Ну, тут же, понимаете, еще тут момент такой очень важный. Если мы уже как бы вошли в это обсуждение этой темы острой сегодняшнего, новость все-таки, ну, там же такая же похожая история. Помните, в Одессе приняли какого-то мужчину и потом, в общем, упаковали и помощника ТЦК, и ТЦКшников. Дальше их судьба неизвестна. Ну, там уже мужчина жив, а он оказался СБУшный. Говорят, что вот этот 55-летний мужчина, ну, он имел отношение к органам. Бывший милиционер, полицейский и так далее. Ну, вот и все, в принципе, все понятно. Не, смотрите, тут другое. Во-первых, тут забили. Во-вторых, никто не спрашивал, ну, на лбу же у него не написано, кто он и что. Вопрос чуть в другом. Смотрите. Да в этом вопрос. Обычного человека забьют и ничего не будет. А тут хоть, видите, подняли хай. И тут бы ничего не было. Не было бы ничего, Александр. Только розовость, только общественное мнение, только позиция, информационная волна привела к этому. Никто бы ради даже мента какого-то не обратил внимания. Ну, на одного мента больше, на одного меньше. Ну и все. Для режима это не важно. Для режима важно сохранить доминирование преступной организации, коей является ТЦК. Я утверждаю, что ТЦК на сегодня является преступной организацией. Почему? 3 основных момента. Момент номер 1. Держать в страхе людей. В тотальном страхе для режима. Чтобы люди боялись выйти, протестовать, говорить. Протест может быть только контролированный. Все остальное не подходит. Второе. Коррупционная составляющая. Ну, ни для кого не тайна. И все прекрасно понимают, что ТЦК выполняют роль низовой коррупции, а самое главное, загонял. Они загоняют людей в коррупцию покрупнее. Не хочешь идти на мясо? Уплати ВЛК, уплати ТЦК. Уплати за выезд страны, цены взлетели до 25 тысяч доходят. А тут выходит этот Зеленский и говорит, рабства у нас в стране нет. Ну, мы не рабы, рабы не мы. Понимаете, рабства у нас в стране нет, говорит Зеленский, который страну садків вишневих біля хати превратил в зеленый концлагерь, где сам себя назначил начальником, понимаете? И он выходит это и говорит, люди продают квартиры, машины, чтобы сбежать с концлагеря, чтобы их вывезли.
А он говорит, рабства нет. Ну, рабства нет, крепостство есть. Понимаете? И концлагерь точно есть. Значит, ТЦК – преступная организация. Вот в момент третья составляющая – это вся работа ТЦК направлена на одну. Всеми своими действиями ТЦК делает все, чтобы подорвать обороноспособность страны. Больше диверсий, чем существование этих банд ТЦКшников против защиты Родины, представить тяжело. Как демотивировать людей? Выпустить этих бандюганов. Понимая это все, когда произошла трагедия в Днепре, мне начали звонить там адвокаты, правозащитники, все. Давайте объединяться, давайте сделаем, создадим общественную организацию по защите жертв беспредела ТЦК. Давайте сделаем прямую линию, откроем офис, давайте реестр жертв ТЦК и палачей, составим. По состоянию на сегодня от этих правозащитников и адвокатов пару человек осталось. Тут 3 дня прошло, да, вот это преступление, а осталось пару человек, потому что все остальные испугались. И вот один из них ходит там по Киеву, пытается договориться за адрес, чтобы зарегистрировать общественную организацию. Все боятся. Понятно, адрес давать, да. Да, все боятся. Завтра с обыском придут. Он говорит, так у нас же адвокаты. Вот. Говорят, да, адвокаты, не адвокаты. Придет СБУ, скажет, измена родине, выбьют двери, окна, все, что надо, зайдут, все. То есть боятся. Понимаете? Боятся. И этот страх передается, естественно, если боятся юристы, правозащитники, адвокаты, то почему не боятся обычным гражданам? Так а чего бояться? Подождите. Режима, реакции, обвинений в госизмене, в работе против страны и так далее. В развешивании ярлыков, клейм. Александр, боятся. Просто. Давайте так. У нас же есть задание Федорову, чтобы он разобрался с этим вопросом. Видите, как разбирается. Правда, после объявления этого Александр, все только хуже стало. Александр, я вас прошу, вернитесь на 4 года назад. Почти. 3,5. В эфир канала «Шелест». Он у вас в архиве там должен быть, этот эфир наш. Где Борисова за ухо, вытаскивали Одесского. Помните, да, это? Военкома Одесского. А там потом вышел Зеленский, заседание РНБО. Вы же помните, да, Александр? И мы тут все поменяем, никаких ТЦК, коррупции, всех изничтожим, передушим. санобработку включим. В результате нифига за 3,5 года от слова вообще не поменялось. А теперь старую песню о главном нам поет господин Федоров. То Зеленский пел, теперь Федоров поет. Они прекрасно понимают, что это очень болезненная для общества тема. Я вам приведу пример. Вырисовывается политпроект для юго-востока страны. Лицами берут мэра Харькова Игоря Терехова, Виталия Кима, Николаевского главу военной администрации. Я думал, вы скажете Ванька. Разницы мало. Выходит Терехов и одно из первых заявлений. Я буду обращаться
Я не потерплю в моем городе беспредела ТСК. Ну, понятно, что к мэру это имеет отношение приблизительно как это самое, как мы с вами к балету, и что это пиар, но это демонстрирует, я к чему это рассказываю, это демонстрирует важность, ну, темы и болезненность темы для людей. То есть уже берут на вооружение, уже начинают кричать, это, что мы тут вот тот, это самое. А то, что там за спиной Арахами, Абрамович и Левочкин, которые голосовали, голосуют за эту войну, ну, это по барабану. И сохранили это ТЦК, и это по барабану. Сам смысл, тема очень болезненна для людей. Я вам скажу так. Мне известны случаи дикие. Я все-таки думаю, что мы запустим реестр, ну, жертв ТЦК и палачей, потому что известны случаи дикие. Надо убрать бизнес-конкурентов. Пошли в ТЦК, уплатили, ну, там средний бизнес, мелкий. Пошли в ТЦК, уплатили, приехали, конкурента спаковали. Забрали. Надо кого-то просто наказать. Уплатили, забрали. На мясо отвезли. У меня есть даже случай. Девушка отказала начальнику, так ее мужа отправили на следующий день, под домом ждали. Понимаете? Поэтому, ну, это преступная организация, преступная силовая мобилизация, бусификация. Кстати, я, опять же, дико извиняюсь, может, пора на Зеленского 111 открыть? Вот, санкции ввести. Ну, вы слышали, он о бусификации говорит. Агент подлый. Вот. Кремлевский. Тут, понимаете, еще один такой очень пикантный момент пробрался к нам в информационное пространство. На прошлой неделе тоже ведь калейдоскоп событий, да? Абу-Даби. Ничего не понятно. Будут продолжать встречаться, договорились договариваться. Но обмен провели 157 на 157. Там затесался один гражданский, двое, по-моему, гражданских в Россию отправили из Курской области. В основном это там, защитники Мариуполя, так нам рассказал координационный штаб. Но появился там один военнопленный, которого вернули, обменяли, а он погиб. И оформили уже и выплаты, и целый день сегодня. Ну, вот, на местах, 15 миллионов. На местах уже говорят, что надо возвращать. И только вот буквально перед нашим эфиром, вот-вот-вот, только мы начали, это прямой эфир, друзья, поэтому, скажем так, выходит все-таки Лубенец и говорит, не-не-не, ребята, погодите, у нас нет процедуры, мы, вот это вот прецедент, мы сейчас будем думать, как быть, что делать. Никто не требует с семьи вернуть деньги. Это неправда. Мы сейчас просто думаем, как это все оформить, как правильно, чтобы никто никого не давил. В общем, говорит, что еще ничего не понятно, вилами по воде. Но... А кто такой Лубенец в этой ситуации? Нет, погодите, его как бы ведомство, да, вот комментирует эту вещь. Лубенец выходит, он комментирует своего подчиненного по Львовской области. Он первый сказал, что да, ну придется возвращать. Но проблема там в другом. ДНК-тест. Сделали ДНК-тест. Да, погиб. Все, оформляем выплаты. А так подождите, а кто там тогда? Кого тогда, так сказать, по тесту определили, раз этот живой-здоровый? Александр, таких случаев будет очень много.
биоматериал берут где попало, как попало, живых, мертвых, раненых и так далее. Путаница будет. Лубенец тут вообще как бы не при делах. Это кабинет министров. Это госпожа Свириденко должна выходить, а не Лубенец. Лубенец хай ездит по ТЦК. Он там вчера пытался на комиссии у Гончаренко что-то рассказывать о своих действиях. Так этого мало. Вот его люди должны не вылазить с ТЦК, с вот этих вот пунктов так называемой мобилизации, да? И выяснять, кого туда напихали, где там больные, кривые, косые и так далее, и так далее. Вот это вот задача сейчас number one для Лубенца, как уполномоченного прав человека. Он прекрасно понимает, что он покрывал этот режим во многих преступлениях, во многих. И сейчас он понимает, что с него могут спросить по факту, и начал активничать. А вот Абу-Даби вообще эта история и с обменами, и не только обменами, очень интересна. Если вы разрешите, Александр, я на полсекунды отлучусь, потому что не подключил технику и боюсь, что она сядет. Дорогие зрители, извиняюсь. Да, друзья, значит, сейчас как подключить технику, и она сядет. Тут интересные новости приходят, это уже во время прямого эфира, как говорится. Ну, так бывает, да, что... Зеленский, вот тоже парадокс. Вся страна бурлит. В ситуации по ТЦК просто на разрыв. Там, кто-то стреляет по машине, кто-то палками отбивается, кто-то там женщины, в общем, мужчины, старики. А Зеленский подписывает вот во время эфира, приходит сообщение, законопроект о том, что теперь в ВСУ могут служить 60+. Носились очень долго с этим законом, и все-таки его проголосовали. Зеленский подписывает именно в этот момент. Короче, старички, приготовиться. Нет, ну, судя по тому, что... Давайте так тоже откровенно. Я, если честно, был обескуражен вот этим покушением на генерала Алексеева. Точнее, ну ладно там какие-то, не знаю, там... хитрые, средних лет, молодежь какая-нибудь, какие-то подготовленные Джеймсы Бонды. А там исполнитель... Старики-разбойники. А там пенсионер, понимаете? С него песок сыпется. Ну, это же просто нечто. Это тоже ведь нам о чем-то говорит. Причем, знаете, интересно, всегда же считается, что вот там молодые, неокрепшие умы, их легко там по интернету соблазнить на какие-то вещи, еще там что-то. Так, погодите, а тут мы видим, применяют вот этих старцев, понимаете, украинских. Чего так, как вы думаете? Ну, раз вы уже подняли вопрос, давайте сейчас мы по возрасту, а потом вообще об этом покушении, потому что это довольно интересно в общем истории. И многие эксперты, наши и не наши, смотрят на нее очень просто, спрощенно, знаете, так вот. Понятно, что Алексеев разведчик. Понятно, что он генерал. Понятно, что в условиях войны он законна цель, так как и Буданов, так как и Малюк. Мы понимаем, да, это люди, которые воюют. Не, ну это если бы они просто воевали, они же еще переговаривались. Стоп, Александр, я говорю, да, это с одной стороны. Если не знать многих моментов внутренней кухни. Значит, по поводу возраста сразу скажу, то разные есть. И разного возраста, и разные люди, и разные мотивы идти работать, сотрудничать. Я вам скажу, уже как бы время прошло, да, Моторолу ликвидировал тоже человек в возрасте. Там вообще история была, где-то типа ворошиловского стрелка. Будем так говорить. Где-то вот близко к этому. Поэтому возраст – это
и как они пришли и начали сотрудничать, это вопрос, который дальше, возможно, станет ясным, и мы о нем поговорим. А вот все, что произошло, я считаю, надо разобрать и разложить, предельно проанализировать. Потому что генералы генералами, один и второй, и третий. Но есть вопросы. Во-первых, я хочу вернуться на 4 года, практически 4 года назад. Вернуться к переговорам, которые проходили в Беларуси в городе Гомеле. И на которых были достигнуты первичные соглашения, которые потом стали фундаментом для Стамбульских соглашений, которые были подписаны, а потом мы знаем, что с ними произошло в дальнейшем. Так вот, понимая, что в Гомеле идут переговоры, которые могут привести к мирному соглашению, и которые начали приводить к отводу российских войск, в центре Киева был казнен офицер ГУР Министерства обороны Украины, переговорщик, член переговорной делегации украинской Денис Киреев, который отвечал и за контакты с Москвой. Фактически это была казнь. Позднее мы с вами услышали перепалку Буданова и генерала Поквада, да? Это самое по поводу Поквад говорил, что при задержании он был агентом, там ля-ля тополя. Буданов не отступил. Сказал, никаким агентом он не был. Он был нашим офицером, нашим сотрудником, выполнял наши задачи. И потом, как помните, их там мирили даже, чтобы эту ситуацию спустить на тормоза. Я не зря вспомнил эту историю, в дальнейшем разбираясь с московскими событиями, я думаю, многие увидят какие-то параллели. Значит, для начала, кто такой генерал Алексей? Генерал Алексей, уроженец Винницкой области, абсолютно глухого населенного пункта, который после Рязанского десантного, всю свою жизнь жил в России, служил в России и так далее, и так далее. Он пережил, внимание, 3 руководителей ГРУ, 3 руководителей аквариума. И был у них первым замом. 11 лет он работает на этой должности. Серьезнейший человек, который контролировал, общался, имел контакты и отвечал, я так понимаю, по линии ГРУ за эмиграцию украинских бывших политиков, которые выехали в Российскую Федерацию. Общался, знал и все. Более того, именно Алексеев контактировал с народным депутатом Украины Ковалевым, а потом другими участниками переговорных процессов по выходу защитников Азовстали в плен. Именно Алексеев имел контакты с генералом Будановым по поводу обменов пленными, по поводу возврата тел погибших и по деликатным вопросам. Что я имею в виду как деликатные вопросы?
Едет Зеленский на фронт. Все видели, россияне прекращают обстрел этого сектора. Едет Герасимов или Путин, Украина, прекращает обстрел этого сектора. Приезжает какая-то делегация в Киев. Обстрелов нету, да? Мы это видим. Это все деликатные вопросы, которые контактером Буданова был Алексеев. Более того, именно с Алексеевым Дмитрий Усов, зам Буданова, генерал Дмитрий Усов с ГУРа нашего, запустил постоянно действующую переговорную площадку на Ближнем Востоке, в Эмиратах там же, которая работала 4 фактически эти года этой проклятой войны. Тоже по всем вопросам, обменов деликатным, то есть все вопросы, которые разведки между собой могли контактировать. В Абу-Даби Буданов сидел напротив Костюкова, который являлся руководителем прямым Алексеева. Я понимаю, что где-то в чем-то Алексеев, может, даже и превосходил своего руководителя, потому что, по моей информации, он сам докладывал Путину многие вещи и так далее, и так далее. Но номинально руководитель. И на следующий день происходит покушение. Я сразу сказал, что стреляли в российского разведчика генерала Алексеева, а рикошетом били по украинскому разведчику генералу Буданову. Это очевидно. Потому что если ты 4 года контактируешь с человеком, сидишь с его начальником на переговорах, и ты не доехал до Киева, а твоего контактера убить собрались. Я глубоко убежден, что покушение на Алексеева носило несколько целей. Первое, прежде всего, это сорвать мирный процесс любым путем. И тут просматриваются бенефициары те же самые, которые были при убийстве Киреева, казни Киреева, будем называть вещи своими именами, те же бенефициары, которые были заинтересованы в срыве Стамбула, чей представитель приезжал, мимишные усы шевелились с острова, явно. Но тут еще один момент. Кроме мирных переговоров есть внутренний момент. То, что я говорил, что это был, кроме всего прочего, выстрел по Буданову. Потому что больше подставить в сообществе разведчиков мировому, чем подставили тут, это тяжело сказать. Я сразу задал вопрос. У меня были подозрения сразу своих, кто и что это. Я задал вопрос, говорю, подождем, появится информация. У нас же не один год. Потому что, если вы видели, Александр, то часть пабликов и российских, и наших, украинских, ГУР исполнил Алексеев. Я говорю, ребята, Буданов последний на этом земном шарике украинец, которому выгодно убийство Алексеева сейчас. Выясняется служба. Боже! Так и погодите. Тут же тоже очень интересный момент. Сибига же выперся, говорит, это не мы. Знаете, во время войны в ФСБ, да и в аквариуме, и везде любой, кого там поймают за шкирку, сознается в чем угодно.
Мы это понимаем, все. Но перед нами ж ложат другие побочные доказательства, ну, кроме признания. И они прямо ведут в Украину. И участница покушения, выехавшая в Украину, и место рождения исполнителя, и не просто место рождения, а человек там жил, работал. Вот. Я вообще думаю, что вот тут мы вернемся к возрасту, ну и так далее. Я думаю, что это спящий агент. И это, ну, с точки зрения спецслужб абсолютно, ну, нормальное явление. Я думаю, он там не один, не два, не три. Нет, смотрите, вот эта вот ваша мысль, ее же надо доводить до конца. Ему сказали это сделать сразу после переговоров. Ну, Александр, я еще раз говорю, спящий агент. Вот даже потом по тех клочках, ну, информации, которую мы знаем, они следили как минимум за 3 военными руководителями. Я так понимаю, что так как участница была поселена в этом доме, где Алексеев, он был первоочередной, ну, целью все. Понятно, что на спусковой крючок нажали с Киева. И нажали, вернее, я думаю, нажал Лондон через Киев. И целью были переговоры. А Буданову это уже рикошет. Ну, был параллельно. Нечего там лазить, мысли свои высказывать какие-то не такие. У нас же есть Ведьмак, Ермак, ну, где-то там в лесах Кончезаспы партизанят это самое. Вот. Тут я с вами согласен. Отмашка была дана, ну, под переговоры тут к бабке не ходи. Сколько еще спящих агентов там наших, а сколько в Киеве еще спящих агентов? А еще очень интересная версия другая. Я сейчас вам накидаю зрады-зрадоньки, а наши зрители пускай в комментариях, ну, скажут свое веское слово. Накидывайте. Смотрите. Наши зрители это любят. С 2014 конца года, 15 по 18 год, середину, Владимир Александрович Зеленский вместе со своим другом, корешем и держателем общака Сережей Шефиром в одной квартире жили в городе Москва. Шефир обзавелся российским гражданством в этот момент. Я это утверждаю, я опубликовал документы, ни одна собака даже не попробовала, ну, сказать, что что-то не так с документами, что это неправда. Ну, документы прям круче, чем у Труханова, мэра Одессы. Ну, смотрите, у меня же документы не нарисованы, и им не 10 лет, а они были изъяты с базы. Там, кстати, они зарегистрировали предприятие, ну, Шефир и Зеленский. Так вот, о втором учредителе о Зеленском данные отсутствуют. Ну, почистили данные. Злые языки утверждают, что эта сладкая друзей этих криворовских пацанчиков были в фокусе внимания именно генерала Алексеева, находясь там. Как одни из тех, кто влияли на медиапространство, ну и так далее, и так далее. Что он мог знать, что он мог зачистить, а может он был свидетелем каких-то вещей, которые сейчас очень могут мешать этой парочке.
Может такое быть? Может. Второй вопрос. А вы знаете, что генерал Алексеев фигурант уголовного дела, который рассматривает Шевченковский районный суд города Киева о пленках В каких пленках? Байдена и Петром Алексеевичем? Алексеев, по версии следствия, дал вказівку. Ну и так далее, так далее, так далее, так далее. А все же понимают, что пленки передали Деркачу это служба госохраны. Ну, это самое. Я, конечно, понимаю, что Деркачу героя Российской Федерации дали, но он не пробирался по подземным переходам на Банкову и не выкрадал эти пленки. Их ему дали. Кстати, Вот. многие удивляются, как можно стать, мало того, героем России, так еще и сенатором. То есть, странная такая политическая. За какие такие заслуги? Но если так вот посмотреть, под этим углом на эту версию, смотрите, тут уже интереснее становится. Ну, я же говорю, это вторая составляющая. Еще один момент. Смотрите, есть свидетельства, они абсолютно доказуемы. Это факт фактически, что через определенные структуры Владимир Сивкович, бывший замглавы секретаря РНБО, который находится в Москве сейчас, да, принимал участие в финансировании избирательной кампании Владимира Александровича Зеленского. Вот как вы думаете, курируя украинскую эмиграцию в Москве, генерал Алексеев это видел или не видел? Понимаем. Вот я накидываю дальше. Зрадные зрадоньки, как говорят. Вот есть ситуация вот такая. А теперь еще один интересный момент. А двушечка на Москву, которая ходила. Как вы думаете, от Миндича и этих всех, генерал Алексеев, сидя в Москве, контролируя эту всю публику, не видел двушечку, приходящую из Киева? Видел. Были ли заинтересованы россияне в вскрытии банды Миндича, и компании? Были, конечно. И я бы был на месте противника, заинтересован. Мародеры. Вот сейчас мы украинцам покажем настоящих живых мародеров. И не важно. Русские показали, американцы показали, НАБУ показали. Понимаете, мародеры ж были? Были. Нет, давайте так, смотрите, возьмем русский след в пленках, там спрашивают в чате трансляции. Мы не берем о русском следе. Нет, смотрите, без разницы, русский, не русский след, Деркач, не Деркач, все запомнили, жму руку, обнимаю. То есть, это все. Это от... Как бы там сейчас не бомбили Рошен, и как бы, условно, все не... Вот нет на полках там и так же конфет. в этих пленках двушечка на Москву была? Была, понимаете? Были пленки Миндича? Были. Звездели? Звездели. Бабки ходили. Шлагбаум работал? В Энергоатоме. Работал. А русские там, инопланетяне открыли, еще кто-то. Меня это не интересует. Вот слово вообще. Мародерство было. Правильно? Все. Поэтому тут история следующая, что желание Владимира Алексеевича убрать... Владимира Алексеевича? Да, я не говорю. А он у нас уже это ж гибрид. Это ж парень-гибрид. Он в себя вобрал и Алексеевича, и Владимира. По-своему. Так вот, желание этого нашего персонажа
лишиться Алексеева как свидетеля, как носителя, важнейшей информации, как человека, который понимал, мы же до конца еще не знаем, что там наговорил Зеленский, когда на Азовсталь звонил. Это же еще будет, это еще все впереди, понимаете? Нет, выплюнули в информпространство Редиса, который говорит, что... По поводу Редиса. Значит, Редис, которого как бы экстракшеном, да, один из командиров забрали из Азовсталя, это делал Алексеев, это нужно напомнить. Да, смотрите, это делал Алексеев, полностью обмен Алексеев, все, то есть все понятно. Редис озвучил антикриз, который ему подготовили. Вот я даю гарантию. Притом, я думаю, что искали отводняк, на случай чего даже придумать историю, что азовцы помстились, понимаете, да, да и все. Хотя версия, что помстились эти, как их называют, вагнеровцы, тоже могла иметь место, учитывая, что Алексеев, Пригожина на дух не переносил. По моей информации. Вот. Да и еще с рядом людей и нынешних около Кремля и так далее, у него тоже были свои специфические взаимоотношения. Поэтому тут 150 версий могло быть, но когда человек с Тернопольской области, подельница выезжает, помощница в Украину, и много других вещей. Плюс, по моей информации, выдача такая быстро, фактически молниеносно с Объединенных Арабских Эмиратов стала возможной, потому что было согласие двух разведок, которых, американской и российской, просьба была. Вот. И когда потом россияне сказали, что чуть ли не все разведки мира, помогали и так далее, то имелось в виду, я думаю, что и ГУР не сильно, возражал в данной ситуации, учитывая, что стрелки, что на них переводили, и они выглядели дурно очень. Вот такая ситуация, Александр. И я думаю, что она будет еще долгоиграющей. Есть вопрос. Важный, я считаю, вопрос. Сегодня заявили об экстрадиции Миндича. До этого, значит, Ткач публиковал о том, что Миндич вышел с ним на связь и говорит: мне есть что сказать. Приезжай, Миша Ткач, на интервью. Смотрите, вот я почему, вот так много времени, в общем, не обрывал, не переводил тему, потому что сейчас происходит нечто, что очень важно. Значит, все увидели вершину айсберга, заголосили просто, вой подняли, я могу так сказать. Разные там блогеры, разные аналитики, все. Лавров, Россия начала догадываться, что американцы вот это вот себя так ведут, резкий Лавров, вот эти все, скажем, Анкориджа, Душок испарился или не испарился. То есть, вы тоже видите, наверное, да, как это трактуется и оценивается. Однако сказать, что ничего не происходит, мы не можем. Версия по поводу Алексеевым, она интересная. И здесь можно просто отмахнуться, сказать: вот смотрите, просто там генерал, жирная цель. Нет, ребята, если генерал жирная цель, и плюс еще его так вели, его там можно так достать на Волоколамском шоссе, то есть плюс еще, я почему за деда с самого начала, вот у вас завел эту речь, потому что Алексеев, как утверждают, у него попало в руку, в ногу, он пытался выхватить пистолет, попали в грудь. Собственно, поэтому он и выжил. Иначе, если бы... В живот. Если бы все было,
скажем так, стандартно, то выстрел падает, а дальше контрольный. Пистолет с глушителем, все без шума и пыли, но, видимо, нужно было быстро уходить, да, поэтому все-таки видно, что генерал тертый калач, разведчик, подготовка у него сумасшедшая, и он смог, благодаря этому он вышел. Но задача его было ликвидировать, да, вот не только именем войны, а именем того, что многое вскрывается. Коломойский говорит, мне есть что сказать, адвокаты пришли, лично хочу сказать, у него опять ломается автозак, представляете? Миндича говорит, будем запрашивать у Израиля, пускай нам его отдадут, конечно. Сегодня глава НАБУ там комментировал разное и говорит, обязательно. Я уже наблюдаю, как израильский Моссад бежит отдавать Миндича, понимаете? Я к тому, что что-то происходит вот то кулуарное и начинает бурлить и кипеть. Ну, простите, этого предпринимателя, который Баканову деньги давал, на ТСК позвали, и он официально сказал, да, у меня есть документированные вещи. Плюс он открыто говорит, я уверен, но это не точно, но я уверен, что я отдавал Баканову, а Баканов отдавал Зеленскому лично. То есть... И это все как бы публично, это все затирается, говорят, нет, ни в коем случае. Штатные пропагандисты, ну вот там, например, Наталка Мосейчук говорит, знаете что, пошли вы все, кто пишет о том, что я работаю на ОПУ, да, на офис президента Украины. То есть, может быть... Это просто зашевелились, потому что Трамп начал по-мужски выполнять договоренности, а картинная обида Кремля, ну, как повод. На самом деле, Александр, смотрите, Лавров, ну, реакция Лаврова не связана ни с Анкориджем, ни с Украино-российской войной, ни с даже теневым флотом, ни с санкциями. Джиди Венс приехал в огород, понимаете? И еще и приехал с атомной энергетикой. Все прекрасно знают, что все страны бывшего Советского Союза, даже Прибалтика, рассматриваются Кремлем как зона своего влияния, ну, в той или иной степени. Армения и Азербайджан особенно. Мало того, что их за стол усадили, ну и фактически договорили, да, между собой, и еще и дорогу американцы торганули, торговый путь. Так еще приехали, вооружать начинают. И и малые атомные станции контракты подписывать. Без Росатома. Ну, все, кто немного понимает в кремлевской политике последних лет, знают, что Росатом в международной политике играет одну из ключевых ролей, ну, российской. И, естественно, если его обыгрывают, это обыгрывает Россию, так это воспринимает, ну, Кремль. Поэтому, мое мнение, это реакция Лаврова больше даже на визит Венса на Кавказ, который воспринимается как зона влияния и в чужой огород пошли. Это раз. Второе. Выполнение соглашений. Фактически Трамп, отпустив ситуацию негласно, потому что гласно говорят, нет, это ошибка, не на 4 месяца, мир хоть завтра. Но мы понимаем, что фактически про 4 месяца же прозвучала, ну, информация. Трамп фактически на это время умыл руки и дал возможность России действовать на свое усмотрение. Мы каждый день наблюдаем происходящее на фронте. Когда пытаются рассказать о наступлении на славянский Краматорск, я говорю, ребята,
Не будут они туда наступать. Но почему вы считаете, что они дураки? Ну почему вы считаете, что они должны бежать и биться головой о стену? Ну, фактически. Если у них все нормально под Запорожьем, если они продвигаются, если над Запорожьем дронов, что птицы летают. Если Запорожье – это ключ к Днепру, к промышленности, фактически. Если Запорожье – это ключ на юг к морю, Николаев, Херсон, Одесса. Да и Чернигов никто не отменял. Сегодня нету на Черниговском направлении ничего, завтра пойдут. Понимаете? В Киеве коммунальный коллапс, катастрофа. А нам пытаются продать историю. Придет тепло, зацветут фиалки, и все будет хорошо. Не будет. Ну, не будет. Ну, 1500 домов на Троещине еще год ничего не будет. Да, замерзать не будут люди. Но появятся эпидемии. Другие проблемы, связанные с отсутствием там, холодильников, ну и подобных вещей. Ассенизации, ну, нормально. И так далее. Затягивание мирного процесса, по пути чего идет Зеленский, идут его приспешники, они ведут страну к гибели. К 4-му пункту вот этого вопроса, ну, который вы ставите. Они просто толкают страну. Вот мы говорим, вот не надо, вот давайте остановимся, давайте вот мир сейчас сделаем, давайте спасем Украину. А они нет, вот туда, вот туда. И, естественно, эта ситуация может в определенный момент сломиться. То, что Федиенко этот ненормальный, который навел ракеты российские, ну, в Тернополе на завод, рассказывает, что у нас на 1,5 года мобилизационного ресурса такая скотина возьмет автомат и пойдет под гуляй-поле. И с окопа расскажет о мобилизационном ресурсе. Нет, ну погодите, ну Сырский же наступает. Наступление остановилось. Фактически за сегодняшний день никаких продвижений ничего не было. Более того, расформирование иностранного легиона, переброска людей в штурмовые войска свидетельствует о отсутствии реальных штурмовых подразделений, и что бусификация не играет уже той роли, какую играла. И даже любимца Сырского Валика Манька отправили в резерв, как вы знаете. Вот. Полукомандующего штурмовых войск, которые так и не были созданы. Значит, поэтому это все пока никакого наступления нету. Если пользоваться даже пабликом Deep State, то мы каждый день фиксируем потерю 1, 2, 3 населенных пунктов. 250 квадратных километров называют за январь потерянных территорий. Россияне говорят 500. Я думаю, что где-то посередине реальная цифра. Это громаднейшая территория. Многие европейские страны меньше, чем потеряно Украины за месяц. Все, Зеленский и его зеленые гниды ведут страну к поражению, капитуляции, а самое главное, они ее сжечь хотят. Сжечь для того, чтобы замести следы. Следы своих преступлений, коррупционных, разных и так далее, и так далее.
Вот и все, вся история. Поэтому реально говорить о многих вещах можно. Я бы хотел, конечно, услышать на ТСК Коломойского. Я бы хотел, конечно, как журналист взять интервью у Минича. Не комплиментарное, а прямое. Есть что спросить. Потому что под ним в Энергоатоме работали люди Андрея Деркача. Это факт. Ну, я думаю, что за эту спецоперацию можно и Героя России было давать, а что нет? Это, кстати, да. Это, кстати, очень такой важный момент, важный эпизод. Давайте перед вопросами... По поводу Баканова, Наумова и этого, как его там, Мысыка, Возгоняна, да, ну, я скажу так. Работали, мутили совместно все вот все перечисленные. Этот Вагонян работал с ними. Брал денежку. В одних нес денежку другим и имел на этом свой процесс. Кто кого кинул, какой у них произошел жаба-гадюкин, я ж, свечку, не держал. Но то, что они работали, это факт. И то, что вот он говорит, вы же понимаете, что во многих вещах, озвученных им, он выглядит соучастником. Грубо говоря, соучастником этих всех действий. Я лично знаю одного бизнесмена, известного бизнесмена в Украине, который через Вагоняна передал 700 тысяч Кому? за санкции. Да, друзья, сейчас перейдем к вашим вопросам. Два момента я бы хотел. Они такие более гуманитарные, но они тоже очень важные. Они такую, знаете, характеризуют картину дня. Прокомментируйте, пожалуйста, историю со шлемом на Олимпиаде. Зеленский первый включился вчера вечером, вот, не дали надеть шлем, подняли хай, ах, нас, украинцев, вот это обижают, не дадут, причем, вот смотрите, там флаги есть у других там истории, когда там своей медалью олимпиец поминал там, погибшего, или там, а тут не дали, вот такое отношение, вот эти проклятые организаторы. Нельзя в политических целях использовать амуницию на Олимпиаде. Официальные тренировки, выступления тоже под запретом. Нельзя. Но когда очень хочется, то можно попробовать продавить. Короче, вышли и сказали, давай, черную ленточку повяжи, и там напечатай вот эти фотографии. Вариант компромиссный, но это же уже не так. Это не то. Смотрите, у меня был шлем. Зачем Зеленский сюда влезает? И, знаете, это, по-моему, Шарий, по-моему, он взял и очень так вот сухо посмотрел на уровень спортсменов, которые это делают. В том, в чем они объективно должны быть лучшими. То есть лучшие спортсмены в видах спорта Украины. И результаты их. Причем у фигуристов с участием российских спортсменов, без участия российских спортсменов. У этого со шлемом, понимаете, посредственные результаты. То есть одно дело, когда ты поднимаешься на пьедестал и делаешь какой-то перформанс, да, это тебя там как-то характеризует. Но по большому-то счету этим спортсменам, этим людям, не холодно, не жарко от вот этого перформанса, но это запустили этот пиар-историю. Хотя дело спортсмена бежать быстрее, в общем, сильнее, выше, как в олимпийском лозунге. А спортсмены, так, понимаете. Но за счет этого мы вот узнали, что у нас, оказывается, есть такой, скелетонист, вот этот саношник, да, санный спорт.
Прокомментируйте эту историю. О чем она нам говорит? Попытаюсь максимально сказать объективно, как вижу я. Значит, правила МОК запрещают подобные вещи. Мог ли спортсмен сделать что-то подобное по зову сердца? Мог. Такие случаи были. Это не с Украины началось. И, думаю, Украина не закончится. Меня в этой ситуации позиция спортсмена – это позиция спортсмена. Позиция Зеленского – это опять же насрать этим спортсменам. Понимаете? Втянуть политику. Потому что когда это спортсмен, это одна история. А когда выходит Зеленский, который исполняет обязанности президента, выходят политики и начинают пиар на этом делать, разгонять эту историю, это начинает дурно пахнуть. Абсолютно дурно пахнуть. И это воспринимается в спортивном мире очень и очень негативно. Поступок спортсмена – это поступок спортсмена. А политические свистопляски, вокруг этого всего, они абсолютно показывают, что либо это был заведомо продуманный ход, что вредит. Конечно, заведомо. Изготовили же шлем. И заведомо проговоренный с Банковой, и этой всей публикой. Я это имел в виду. Это как у нас же как броня на кладбище была у Петрова, да, и вот такая тоже смотрите, с темой умерших изображениями, да, вот это вот. У меня тут вопрос. Это домашнее задание в стендапе? Или это действительно, вы понимаете, зов сердца у человека? Если это у человека, это его, а это подонки. А в другом случае все и так понимают. Так это мое личное мнение. Да, друзья, подведем итоги нашего сегодняшнего вопроса. Всем большое спасибо, что проголосовали. Что, по вашему мнению, страшнее? 5% капитуляция, флаг над Россией над головой, 24 холод, отсутствие электричества, 27 обстрелы, риск не проснуться, и 44 произвол ментов и ТЦК. Спасибо большое за то, что проголосовали именно так. Давайте честно. Это почему так взялись крутить тему ТЦК? Потому что надо как бы кость информационную народу бросить? Или действительно что-то будут предпринимать? Не реагировать дальше нельзя. Ситуация с ТЦК ведет к гражданскому противостоянию. Смотрите, хватают, избивают парня, забрызгивают газом во Львове, закидывают в бус, выпадает ТЦКшника нож, тот ударил, ТЦКшник умер. Пафос, похороны, честь, все. А люди на стороне парня, который ударил ножом, а не на стороне ТЦК. И люди, в том числе львовяне. А на неделе вы видели ситуацию в Ровно, во дворе? С дракой, стрельбой, женщины, которые гребли и так далее, и так далее. Так бандеровский же край. Понимаете, да? То есть ситуация в середине начала кардинально меняться, и пазлы абсолютно уже другие. И может взорваться гражданский конфликт в любую секунду. Он идет уже. Один с ножом подходит, бьет, второй гранату бросает, третий с палкой. Они стреляют, они забивают насмерть, понимаете, да? То есть идет фактически гражданское противостояние. Чтобы его избежать, выпустить пар,
запускается вот эта вот кампания, которую мы с вами сейчас наблюдаем, информационную и так далее. Да, друзья, перейдем к вашим вопросам. Всем большое спасибо, что оставляете свои вопросы. Значит, поехали. Сообщество YouTube. Александр. Согласно закону Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, все госслужащие Украины обязаны владеть украинским языком. А что если в каждую команду оповещения ТЦК включать мовного эксперта? При бусификации обязательно спрашивать, якою мовою розмовляєш? Если ответил по-русски, прочь из бусика, а по-українськи ласкаво просимо до ЗСУ. Так переможемо? Ну, смотрите, я был и остаюсь сторонником введения моратория на вопросы, которые разъединяют страну. Это вопросы языка, религии, исторической памяти. Ими есть кому заниматься, профильным специалистам, святым отцам, филологам, историкам, но никак не политикам. Я понимаю Стёб, задавшего вопрос, но, к сожалению, у меня впечатление складывается по жесткой мобилизации, которая, допустим, имеет место в Одессе, что нашей жемчужине у Черного моря кто-то мстит за что-то. Потому что более жесткой мобилизации, чем в Одессе, я за эти 4 года не видел. Притом она продолжается на протяжении, там очагами где-то, да, ну, вспыхивает. А Одесса у нас через день, каждый день строчки новостей и так далее, и так далее. Ну, честно говоря, мне неприятен Стёб данный. Я не хотел бы даже комментировать этот вопрос языка и привязывать его к этим всем вещам. Угу. Так, когда в Украину Александр, не виноваты, не виноват язык, что его используют и им играют подонки. Притом дома, в семье, в кругу друзей, при решении шкурнячков только на русском. Вопрос. Когда в Украину вернетесь? Колыбель свободы, достоинства и справедливости. Как только пойдет режим зеленых гнид, так и вернусь. Вы хотите, чтобы я приехал в Лукьяновское СИЗО? Ну, я не вижу необходимости. Думаю, на свободе от меня больше пользы. Александр Котов. Как долго еще украинский народ будет терпеть унижение? Может, дорога, которую выбрали в 2014 году, ведет не туда? В 2014 году произошла трагедия, которая называется, что революцию делают романтики, а ее последствиями пользуются подонки. Изначально люди, которые стояли на сцене Майдана, предали страну. И изначально предали тех, кто их на этой сцене терпел, слушал и так далее, и так далее. Это они привели к утилизации большинства тех, кто был тогда на Майдане. Поэтому люди, которые на самом деле были там, в большинстве своем, те, кто были идейно, они были не за евроинтеграцию, ассоциацию тем более. Они были против несправедливости, их использовали. И продали страну, отнесли в западный ломбард, сдали страну. Одни носили в московский ломбард, вторые отнесли в вашингтонский, лондонский. Рокфеллерам, Ротшильдам. Угу. Будет ли на выборах партия «У меня много друзей в Израиле»? Я знаю, кто задал этот вопрос. Скажу очень просто. Партия «Много друзей Израиля» будет во всех партиях.
Да. Юлия задает вопрос. Подскажите, где сейчас Евгений Червоненко? По состоянию на момент назначения главой офиса президента Кирилла Буданова Евгений Червоненко работал в ГУРе, носил звание полковника. Я имел несколько разговоров с ним, буквально перед назначением Буданова. Мгм. Так, следующий вопрос. Лина Востроилова, какие гарантии может дать Украина России, что перемирие не будет использовано для передышки и перевооружения к новому этапу, как это было с Минскими? А смотрите, тут все очень просто. Нам не надо Минские соглашения. Нам надо мирное соглашение, которое будет гарантией как для Украины о ненападении, так и для России о том, что не будут происходить действия, направленные на реванш там, и так далее, и так далее. Потому что если Россия будет убеждена в том, что готовится реванш, она будет превентивно дальше бить, и война будет продолжаться. Это дорога, это тупик. Это тупик, из которого невозможно будет выйти. Почему Рада не ставит вопрос легитимности президента? Это говорит о том, что Рада несет также ответственность за весь негатив. Юридически Рада от народа, значит народ, если молчит, согласен. 50% это минимум. И вот круг замкнулся. Я абсолютно согласен с человеком, который поставил данный вопрос. Они боятся рот открыть. Вот смотрите, перед вами сейчас в эфире человек, который подготовил проект постановления Верховного Совета Украины о прекращении полномочий гражданина Зеленского. Ну, не как гражданина, а как президента. Да, отстранение от должности в связи с окончанием пятилетнего срока легитимности и так далее. Абсолютно консультировали меня конституционалисты, люди, которые писали Конституцию, люди, которые работали в суде конституционном, люди и работают, то есть действующие судьи. Народные депутаты, которые занимались правозащитой и правом, не один год. То есть коллектив нормальный такой. А вы знаете, обосрали все зарегистрировать данное постановление. Просто взяли и обосрали. Вот. А сегодня 1500 домов в Киеве без электроэнергии, тепла, воды, канализации, всего, что только можно. На повестке дня энергетические законы ползала. В воюющей стране. Что о них можно говорить? Меня не интересует, почему так. Они там задницы греют, где-то с молитвенного завтрака едут в США. Они там не пришли, потому что их попросили не прийти, чтобы показать недееспособность парламента. Есть такая версия, что Ермак там действует. Их не может организовать это Тарахамия, да? Меня это не интересует. Факт налицо. Замерзающая страна, столица, воюющая страна, полпарламента нету. Вот вся цена им, понимаете? И страх. Я рассказывал, как юристы боятся пойти в учредители общественной организации по защите жертв ТЦК. Боятся адрес дать. В парламенте то же самое. Вы говорите, я подготовил проект постановления. Я ничего больше сделать не могу. Я попросил, отдал, говорю, возьмите, вот 0.
Давайте перейдем к чату трансляции. Вопрос из Молдовы. Как Мосейчук объяснит награды за карательно-добровольческое участие в очистке Донбасса, которую раздавали власть Украины при Турчинове? Ну, смотрите, значит, я при Турчинове наград не видел, чтобы раздавали так. Их раздавали позже, значительно. Карательная операция на Донбассе. Ну, знаете, на Донбассе было что угодно и с разных сторон. И одни будут это называть карательной операцией, вторые будут называть национально-освободительной войной, третьи будут называть войной за независимость там ДНР, четвертые будут называть еще как-то. Это трагедия нашего народа и преступление тех, кто к ней допустил. Вы знаете, я хочу как бы поделиться тоже с вами мнением. Не хочу вдаваться в детали, но как бы вот вчера, сегодня так вот мысли такие в голове закрались. Ну, в общем, один человек, скажем так, ну, получил, ну, обычай, да, это не должность, а просто там получил работу, да, там, в Луганске, а другие его бывшие коллеги до 2014 года выставили и давай вот это вот все перемывать кости и так далее, и так далее. И я вот почитал комментарии, там половину людей я знаю лично, да почти всех знаю лично, и знал лично, да, и того, о ком говорили, и тех, кто говорил. И пришла такая мысль страшная в голову. Вот сейчас именно. Тогда казалось, когда в процессе ты понимаешь. А давайте представим, что ВСУ заходят в Луганск или в Донецк. Вот, но не в том плане, не в том формате войны, когда вот это все утюжится, стирается в ноль, да, когда там, а вот именно в том формате 2014 года, когда могли, когда я просто видел... Я был в Луганске напротив СБУ. Нет, сидел, смотрите, заходят эти войска вот сейчас, да, и что там происходит? Ну, ровно такая же, как это, фильтрация, да, зачистка, и что с этими людьми как бы непосредственно там происходит? Смотрите, по состоянию на 2014 год, если бы у... Нет, 2014 год я имел в виду формат захода войск в город. Нет, сейчас это уже все. Это да, это, ну, это то, что вы говорите. Сейчас по-другому, но это невозможно. Но на нынешний период времени в любом формате заход российских войск в там, условно Запорожье, да, или украинских войск в Луганск, это фильтрация, это ну, неизбежные вот все вот эти войны моменты. Александр, да, это так. Нет, я просто поражаюсь ненависти, понимаете, которая там уже сколько лет прошло. Да? Ну, 12. Смотрите, ненависть можно будет начинать лечить, начинать убирать только после окончания войны, возвращения мира, когда на раны войны будут накладываться жгуты, бинты, они начнут рубцеваться. А сейчас это от слова вообще бесполезно. Это попытка ну, ни к чему не приведет. Вы абсолютно правильно говорите. Я же это наблюдаю в пабликах. Даже под своими постами я пишу там о зеленом концлагере. Набегает куча людей живых. Ладно, я там кучу ботов, ну, сразу в расстрел, да, в бан. А куча живых людей набирает и московская консерва.
И вот это вот, и погнавы, и доказать что-то противоположное очень и очень тяжело. Бывает, вступаешь в дискуссию, если есть время, и получаешь, ну, какой-то результат. Но это бывает, так сказать. А что там и как на самом деле, это... Так, следующий вопрос. Игорь, вы согласны с тем, что нестабильному режиму в Киеве не оставят крупнейшую в Европе страну у границ России, ЗАЭС, или у вас другое мнение? Благодарю, всем добра. Ну, если вы о Запорожской атомной электростанции, она находится под контролем россиян. Россияне отдавать ее не собираются. Американцы хотели ее взять, потому что, кроме всего прочего, хотели продавать налево и направо электроэнергию, то есть и Украине, и России, а еще и майнить крипту. Вот. Россия не согласилась. Я вам скажу следующее. Я не верю в то, что сейчас на данном этапе физически, дипломатически, как угодно можно вернуть ЗАЭС. Какой-то формат использования полученной электроэнергии в будущем и для Украины, и для России может быть. Но передачу я исключаю, этого не будет. И как бы мне этого не хотелось, допустим, ну или что, ну я же реалист, и я реально смотрю на вещи. Россияне атомную электростанцию не отдадут. Так, значит, друзья, всем большое спасибо. Скажите, какую церковь будете посещать, ПЦУ или УПЦ? Я посещаю все храмы православные, которые у меня попадаются на пути в Европе, и в Румынской православной церкви, Молдавской православной церкви был в храмах, и в греческих был. Что касается Киева, я прихожанин Владимирского собора. Вот, в принципе, я дал вам ответ. Придерживаюсь старого юлианского календаря. Буду сидеть на большом посту и вас всех к этому призываю ради здоровья, веры и всего самого лучшего. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что побывали на нашем сегодняшнем прямом эфире. Игорь Владимирович, спасибо за время и мысли. Александр, спасибо вам, спасибо нашим зрителям. Друзья, поддержите канал Александра лайком, репостом, комментарием, подпиской, донатом, если есть возможность. И будет вам счастье, будет всем нам мир, и будем жить, друзья. Берегите себя, всем добра и света. Увидимся совсем скоро, примерно через час 05, немножко пошумим.